История запомнила ее как самую красивую женщину Европы. Ее лицо писали лучшие художники, ее прическу копировали аристократки, ее внешностью восхищались короли и императоры, но почти никто не говорит о другом. Она была не только самой красивой, она была самой несчастной женщиной своего времени. Императрица, которая ненавидела двор, жена, которая бежала от собственного мужа, мать, у которой отняли детей. Ее красота сделала ее легендой и одновременно сломала ей жизнь. Имя этой женщины – императрица Сиси. И это одна из самых трагических женских судеб в истории Европы. Нам десятилетиями показывали сказку. Роскошные платья, идеальные портреты, прекрасная императрица, которой якобы можно было только завидовать. Но за этим образом скрывалась женщина, которая чувствовала себя пленницей. Эта история не про корону, не про власть. Это история о том, как красота может стать проклятием. А теперь давайте честно. Вы бы хотели себе такую жизнь? Вот быть самой красивой женщиной Европы, жить во дворцах, чтобы вам завидовал весь мир. Если бы за это пришлось заплатить свободой, любовью и счастьем. Напишите в комментариях, давайте пообщаемся. Кстати, если вы любите тему роли женщины в истории, то подпишитесь на канал и поддержите это видео лайком, и это позволяет каналу развиваться. Когда мы слышим имя Елизаветы Баварской, в воображении сразу возникает сказка. Молодая красавица, император влюбляется с первого взгляда, роскошный двор, власть, но реальность была совсем другой. Она никогда не мечтала стать императрицей. Она не готовилась к этой роли. Она вовсе не хотела этой жизни. Ее судьба – это неосознанный выбор, а цепочка случайностей, которые привели ее прямо в золотую клетку. Будущая императрица росла не при дворе, а в почти деревенской атмосфере Баварии. В ее семье не было строгого воспитания, не было жесткого расписания, не было никаких придворных церемоний. Сиси обожала часами гулять на природе, ездить верхом, лазать по горам и терпеть не могла уроки и дисциплину. Она плохо училась, не отличалась усидчивостью и с детства избегала любых ограничений. Есть очень важный момент, о котором редко говорят. В семье она вообще не считалась какой-либо выгодной партией. Ставку всегда делали именно на старшую сестру. Именно ее готовили к браку с императором. Сиси же была слишком свободной, слишком непосредственной, слишком неудобной. Даже родные не видели в ней будущую императрицу. И именно поэтому ее выбор судьбы стал ошибкой, за которую расплачивалась только она сама. Она ехала на обычную семейную поездку, без ожиданий и планов, и не знала, что через несколько дней ее жизнь закончится. И начнется роль, от которой она будет бежать всю оставшуюся жизнь. Летом 1853 года 15-летняя Сиси отправляется в поездку вместе с матерью и старшей сестрой. Цель была предельно ясна. Будущую австрийскую императрицу звали Елена Баварская. Именно ее, а не Сиси, планировали выдать замуж за правителя Австрийской империи. Сиси ехала как сопровождающая, как младшая сестра, не более. Женихом был Франц Иосиф I. На тот момент 23-летний император, дисциплинированный, строгий, воспитанный в духе долга и подчинения. Его брак планировался политическим проектом. Семьи договорились заранее, кандидатура сестры была одобрена. Все должно было пойти по плану. Но в день встречи Франц Иосиф обратил внимание не на ту, ради которой все было устроено. Его взгляд остановился на ее младшей сестре, Елизавете Баварской. Она была моложе, смущенная, неподготовленная, без придворных манер. И именно это неожиданно его очаровало. У Сиси не было выбора в привычном смысле. Она была несовершеннолетней, она зависела от семьи. Она не понимала, во что именно ее втягивают. Отказать императору означало бы унизить правителя и поставить семью в крайне опасное положение. Решение приняли быстро. И, конечно, за нее. Так, по воле одного взгляда, 15-летняя девушка, которую никто не готовил к власти, внезапно стала будущей императрицей Австрии. И именно с этого момента ее личная жизнь начала стремительно исчезать. Здесь важно сразу расставить акценты. Это не история о холодном расчете и не история о браке без чувств. Сиси действительно влюбилась в императора. Не вынужденно, не из долга, а совершенно искренне, по-детски, как может влюбиться 15-летняя девушка. Франц Иосиф I произвел на нее сильное впечатление. Он был внимательным, вежливым, внешне сдержанным, но мягким с ней. И главное, он выбрал именно ее. Для девушки, которую всю жизнь считали второй, это было решающим моментом. Она почувствовала себя нужной, особенной и любимой. В первые месяцы Елизавета Баварская искренне верила, что любовь защитит ее от всего. В письмах и стихах того времени она пишет о счастье, надежде и доверии к мужу. Она не понимала одного. Франц Иосиф был не просто мужчиной,
Он был воплощением системы, в которой для нее почти не оставалось места. Уже в первые месяцы брака Сиси столкнулась с тем, к чему была совершенно не готова. Двор жил по строгому регламенту. Каждый шаг контролировался, а главным человеком в этой системе была вовсе не императрица, а мать императора – эрцгерцогиня София. Франц Иосиф очень любил Сиси, но он был воспитан так, что долг и подчинение всегда стояли выше чувств. В конфликтах он почти всегда выбирал сторону матери. И именно в этот момент Сиси впервые поняла – любовь не равно защита. Она влюбилась в императора, но оказалась замужем за троном, традицией и системой, против которой у нее не было шансов. Вскоре после свадьбы Елизавета Баварская стала матерью. Казалось бы, это должно было стать опорой и спасением, но именно материнство нанесло ей один из самых болезненных ударов. В 1855 году у Сиси родилась первая дочь, София Австрийская. Год спустя вторая дочь, Гизела Австрийская. Но воспитывала их не мать. Их забрала к себе эрцгерцогиня София, женщина, которая считала Сиси слишком молодой и слишком слабой, слишком неподходящей для роли матери будущих наследников. Важно понимать контекст. В династии Габсбургов дети принадлежали не родителям, а государству. Их воспитывали по строгому протоколу, с холодной дисциплиной, но для Сиси, выросшей в атмосфере свободы, это стало настоящей травмой. В 1857 году произошло трагическое событие, которое сломило ее окончательно. Во время поездки от болезни умерла ее старшая дочь, маленькая София. Сиси винила себя, но еще больше она винила двор, который отнял у нее право быть рядом с собственным ребенком. Франц Иосиф I сочувствовал ей, но снова не пошел против матери и придворной системы. Для Сиси стало ясно, она здесь не жена, не мать, а лишь функция престола. В 1858 году Сиси родила наследника, Рудольфа Австрийского. Но и его практически сразу забрали из-под ее влияния. Его воспитанием занимались военные наставники и, разумеется, бабушка. Мать снова осталась в стороне. Именно здесь начинается первый перелом. Потеря ребенка, потеря роли матери, потеря всякого смысла в жизни. И с этого момента Сиси начинает медленно исчезать из дворцовой жизни. После смерти дочери и фактической потери остальных детей Елизавета Баварская впала в тяжелое состояние, которое сегодня мы назвали бы депрессией. Она все чаще замыкалась, избегала двора и переставала выполнять свои обязанности. Лишенная роли матери и реального влияния, Сиси нашла то, что могла полностью контролировать – собственное тело. Ее уход за внешностью занимал по несколько часов в день. Прическа могла длиться 4-5 часов. Выпавшие волосы вызывали у нее истерику. Это был не просто уход, это была какая-то навязчивая фиксация. При росте около 172 сантиметров вес Сиси редко превышал 50 килограммов. Она почти не ела, пила только бульоны, периодически голодала и взвешивалась по несколько раз в день. Ее талия составляла всего 50 сантиметров. Сегодня это назвали бы расстройством пищевого поведения. Тогда же называли идеалом красоты. Сиси фанатично занималась спортом. Верховая езда, многочасовые прогулки, гимнастика – все до полного изнеможения. Она не умела отдыхать и не хотела этого. Она наказывала себя через тело, потому что не могла справиться с той болью, которая жила у нее внутри. Очень скоро Сиси практически перестала жить при дворе. Она уезжала на курорты, в морские путешествия, путешествовала по другим странам, иногда уезжала на месяцы, иногда на годы. Двор воспринимал это как странность. На самом деле это был единственный способ сохранить рассудок. Франц Иосиф I видел, что жена несчастна. Он не препятствовал ее отъездам, а продолжал ее любить. Но, к сожалению, так и не смог изменить систему, которая ее разрушала. Самая красивая женщина Европы стала призраком собственной империи. Ее обожали издалека и почти не знали по-настоящему. Единственным человеком, к которому Сиси по-настоящему привязалась, стал ее сын Рудольф Австрийский. Он был умным, чувствительным, нервным мальчиком и, как и Сиси, абсолютно чужим для той жесткой системы, в которой его воспитывали. Его воспитание было суровым. Военные методы, давление, ожидание, что он станет идеальным наследником. Сиси видела, что с сыном происходит что-то страшное. Но, как и раньше, она не имела реальной власти, чтобы его защитить. В 1889 году в охотничьем замке Майерлинг произошло событие, которое потрясло всю Европу. Кронпринц Рудольф был найден мертвым. Официальная версия – самоубийство.
Для Сиси это стало точкой невозврата и невозможной трагедией. После смерти сына она носила только черное. Она полностью исчезла из общественной жизни, почти не бывала в Вене, не скрывала лица. Она больше не видела смысла ни в красоте, ни в статусе, ни в самой жизни. 10 сентября 1898 года Елизавета Баварская находится в Женеве. Утро. Сиси живет под чужим именем, без охраны, без кортежа, останавливается в отеле «Буэваш» и собирается уезжать из города. Вместе с фрейлиной графиней Ирмой Штарай она выходит к пристани. Их ждет пароход. В то же утро в Женеве находится Луиджи Лучени, анархист. Его цель не какой-то конкретный человек. Его цель – любой представитель монархии. Когда он узнает из газет, что в городе австрийская императрица, он незамедлительно решает действовать. На набережной людно. Лучени подходит вплотную, делает вид, что спотыкается, и наносит удар металлическим шилом прямо в область сердца императрицы Сиси. Все происходит за секунды. Сиси падает, поднимается, говорит, что ее просто толкнули, доходит до парохода и садится на скамью. Через несколько минут силы начинают ее покидать. Пароход разворачивают, и императрицу возвращают в отель. К сожалению, врачи ничего не могут сделать. Рана маленькая, а повреждение смертельное. 10 сентября 1898 года Елизавета Баварская умирает в возрасте 60 лет. Ее убили не за поступки, не за решения, а за корону, от которой она всю жизнь пыталась уйти. Ее называли самой красивой женщиной Европы. Но стоит ли любая красота и статус такой несчастной судьбы? Вопрос риторический.